Загорелась изба над печкой. Загорелась изба над печкой. Адреналин, да, сразу, но без паники. Мысли за секунду. Нужна жидкая вода, но воды мало, необходимо экономить. Вопрос, как тушить экономно? Ответ. Распылять в виде аэрозоля только туда, где явно горит. Вопрос, чем распылять? Ответ. Распылителем для воды, которым обрабатывал щели перед запениванием. Но дым я не вижу и не помню, где распылитель. Да и наливать воду в бутылку распылителя, попадать сейчас из большой бутылки струйкой в маленькую бутылку слишком медленно, слишком долго. Вопрос, что делать? Ответ. Ртом. Все то же самое и быстро. Так и начал тушить. Набирал воду в рот и тушил. Дверь сразу сознательно не стал открывать. Опасался резкого притока кислорода в огонь. Для дыхания мне хватало. Глубоко старался не дышать. Основное пламя потушил. Сыпал снаружи снегом, изнутри брызгал водой с пульверизатора. Загорелось где-то вон там, снизу. Возможно, тот угол глина перегрелась при сильном огне. И загорелось вот это опорное бревно. И от него пошло уже вверх. Вот тут пленка выгорела защитная. Так что пятно получилось. Даже наружу пламя вышло. Спал крепко. Пахло дымом, показалось. Проснулся. Слышу, дымом пахнет. Приоткрываю полог, а тут светится палатка снаружи. Думаю, что там? Выскакиваю, тут все в дыму. Но я снял, вы видели. Жесть, блин, сильно раскочегарилась и печка вот в этом углу. Опорное бревно, там узел. Сложнее всего тушить. Сыплю снегом. Хорошо, у меня запасные перчатки были. А до этого бегал с голыми руками вообще. Сгребал снег. Где-то здесь вот еще горит, мне кажется. Когда основной огонь сбил, хватило времени найти, заправить распылитель водой. Все-таки так получается достать более точечно и более экономно. Все там во щель. Вон дошло аж туда. Но сейчас вот отсюда явно еще дым идет. Именно в основании печки вот это оно самое разогрелось, видать. Вон там все красное было. Надо еще воды налить. Блин, как хорошо, что я за водой сходил вчера. Вроде срочно не надо было. Но именно эта вода мне помогла вот это вот потушить быстро. Основной очаг. Фух, с просонок еще не отошел. Это жестко, конечно. Перекочегарил. Полную печку дров наложил. Складываю доску. Форму совка. И тягаю снег ей. На основной очагах я уже потушил. Очаг возгорания основной потушил. Сейчас уже чисто заделаю. Проверил изнутри, там дырок в печке нету. То есть явно просто перегрелись камни. Перегрелись. Слишком много дров напихал, причем в ту сторону больше старался наложить, чтобы дальше от палатки, чтобы возле палатки слишком горячо не было. Вот здесь вот сюда смещал дрова. Вот оно, мне кажется, там еще тлеет вот эта опора в основании. Поэтому снегом стараюсь. Снег, во-первых, фазовый переход поможет
много холода дать. Много тепла забрать. А во-вторых, стараюсь облепить все это место снегом, чтобы там тупо тяги не было. Чтобы оно, даже если где-то не потухло, вернее, если где-то снег не попал, чтобы оно перестало гореть из-за недостатка кислорода. Туда прям запихиваю внутрь. Явно там где-то что-то тлеет еще. Я вначале думал, что что-то забил на печке, и оно загорелось. Но нет. Я же увидел, что край кружки подплавился на печке. Специально убрал все перчатки, все повесил на бревно рядом. Но все равно, когда вот это деревяшки загорелись рядом, сгорели рукавицы, перчатки. Ну и здесь выгорело вот бревно, выпало. Это тут лежало, вот это выпало. Вот. Я его как бы пока тушил, вытащил. Вон видно, что там вот это черное. Нет, это не опорная, опорная дальше. Да, вот это опорная, это просто лежит. Опорная крепкая не сгорела, но явно туда надо еще снега, потому что там явно сильно горячий еще. Сейчас вот отсюда удобно через эту дырку снег заталкивать туда, именно на ту стойку, что сама горела. Да, где-то внизу, где сильно печка грелась, загорелась деревяшка от камней. Ну, древесине где-то градусов 250 надо. А я периодически, чтобы перевернуться, просыпаюсь же. Просыпаюсь, запах дыма. Думал, показалось, может. Выглянул, а свет снаружи палатки. Я, сразу понял, что что-то не так. С этой стороны облепил. Еще туда дальше надо, глубже явно. Ну, там куда-то проваливается, видать, край бревна, наверное, выгорел. Кстати, сама печка к этому моменту практически прогорела. Я заглянул на всякий случай. Побоялся, мало ли, вдруг я там бревнами камни выбил. Дырка. Нет, там все нормально, дырок нету. Там все крепко и хорошо. Это именно перегрев. Так что полную печку на ночь набивать не стоит. И дрова стараться ближе к середине класть. Ну вот какая сила все-таки у огня, адство. Весь угол засыпал за печкой снегом, да? И вот это вот бревно, вот это вот, которое туда идет, здесь вдоль печки, оно явно там где-то тлеет. Вот, видимо, там очаг возгорания был главный. И вот я снегом засыпал, и оно все равно пробивается, зараза. Хотя печка там уже в том месте огня нету, я как бы маленький костерок сделал и в другую сторону отодвинул. Там бревна такого нету. Вот она, вот она, дырка здесь. Ага. Такие вот дела. Так, в принципе, все потушил. С той стороны забил снегом все, с этой стороны забил снегом все. То есть так, чтобы легко загорелось. Но тут, в принципе, оно горение не поддерживалось. Потому что пленка прогорела, там снег подтаивать начал, вода потекла. И оно все это дело подтушило. Я крышу засыпал снегом тоже. Ну и здесь все обсыпал снегом. В общем, главное сейчас проблема, да там где-то под снегом, вон тут, тлеет явно вот это бревно. Я пытаюсь ограничить ему доступ кислорода, как могу. Непонятно, куда он туда идет. Потому что без кислорода
Не должно оно даже тлеть. Просто не должно. Потому что углерод без кислорода не горит. Откуда-то явно подсасывает воздух еще. Надо вот тут залепить, попробовать. А когда тушил последние очаги, уже расцветать начало. В общем, я понял, где проблема была зарыта. И стараюсь не перегреть вот эту стенку, потому что здесь у меня лежанка, палатка. Я старался дрова складывать ближе вот сюда, вот к этой стенке. Ну, именно внутри. Ну и получилась такая штука, вот это бревно и вот эта стойка. Они там касаются глины и камней. А древесина это очень хороший теплоизолятор. И вот их я вот еще буквально минут 10 назад еще тушил, потому что несмотря на то, что снегом здесь все залепил, все равно курился дымок. И я прям туда вот так снег пробивал пальцами и заливал воду. И слышал, как шипит. Ну сейчас все, дымок перестал куриться. Все полностью, но я снега побольше нанес, натолкал. Здорово, что у меня запасные перчатки оказались, строительные такие. А так, с голыми руками, конечно, побегал, прежде чем про перчатки эти вспомнил. Но с голыми руками прохладно. Хотя, конечно, с таким адреналином достаточно долго руки не мерзли. Даже голыми руками снег хватал, несмотря на мороз. Ну, конечно, избу подвыстудил, но видно, что снег такой тут мягчает, тает, тут явно плюсовая температура. Печку топлю теперь, без того сильного накала. Ну, стараюсь по центру, вот где труба, вот так вот и класть, располагать. Просто чтобы там бревно до конца остыло, чтобы этот край пока холодный был. Ну, снег вот там поможет, он тепловую энергию заберет, поглотит на таяние, на фазовый переход из твердого в жидкое. Вот так вот. Ну а тут он пленку испортил Танюхе тут. Вот так вот пятно выгорело. Пленка. Ну, естественно, как раз оно под бревном было. И отсюда и пошло. Потом загорелись перчатки, здесь лежали. Ну, собственно, это бревно-то само не горело. И вот тут крайняя перчатка была. И вот тут, когда бревно обуглилось уже, тут вот загорелись перчатки, тут в ряд лежали. А так с печки я это убрал все на ночь. Памятую, как кружка прилипла у меня к печке. Так, ну, главное, несущая балка целая. Вот это вот крепко стоит опора. Это, в принципе, целая еще осталась. Не успела сгореть. Слегка там подобуглилась, так что, ну, днем, может, потом покажу подробнее. Хотя и так, в принципе, все понятно, я думаю. Все, тут уже всю воду практически извел. Тут Анюхе нашел еще со льдом бутылку. Вот ее положил, пускай здесь оттает. Так что, ребята, вот такое бывает. Аккуратно надо с печами смотреть конструкцию внимательно. Я не стал слишком внимательно рассматривать и вот так вот. Не подумал, так сказать. Невнимательность. Ну, заглупил, да. Прости меня, Танюха. Чуть не спалил домик твой. Кто еще не знает или забыл, напоминаю, эту зеленую хижину полностью самостоятельно построила в одиночку смелая женщина Татьяна Гордеева. Ссылка на ее канал есть в описании этого видео. И если вы еще не видели у Татьяны на канале, можете посмотреть весь процесс строительства этой хижины с самого начала. Как она копала и выравнивала площадку под хижину в весьма каменистой почве горного леса. Как она тягала тяжеленные бревна и как делала из этих тяжеленных бревен прочный каркас для хижины. И как она носила в рюкзаке тяжеленные камни для строительства каменной печки внутри хижины. Что за вес такой? Ой, кладу. Ух. И как выкладывала из этих камней печку.
А также можете увидеть, как Татьяна много дней жила в горном лесу, пока занималась строительством хижины. Видно, что с той стороны печка целая. Ну и тут дрова теперь в центр. Ну и небольшое количество. Оттуда все угли убрал сразу. Да так вроде толстая стенка там, но слишком сильно нагрелась. Не спал, пока совсем светло не стало. На всякий случай смотрел несколько часов. Да, часа 2-3. Чтобы нигде, кроме трубы, ни с каких щелей дым не шел вокруг, особенно где деревяшки. Вот это бревно не горело, вот это вот горело бревно, вот это вот. Вот оно туда заходит вот так. А это уже над ним, это уже потом как бы загорелось. Сосулька аж повисла. Ну тут вроде дыма нету тоже сейчас, все нормально, и внутри нету. Страшно было спать ложиться, потому что мало ли опять разгорится, еще не проснусь. Мне еще повезло, что проснулся, до запах дыма почувствовал. В палатке-то дыма нету как такового, только запах проник, а вот наружу вылез, там вообще жесть. Сейчас все нормально горит. Да. Ну тут снегом засыпано. Сверху снегом присыпал. Ну там, кстати, он не особо и сошел. Чисто 2-3 проплешинки было вот здесь вот. Именно вот где горело, засыпал снегом, чтобы слой утепления был, так сказать. Ну и так все нормально. Сейчас буду все-таки спать ложиться. Рано не сплю, хоть посмотрел, как утро начинается. Красиво солнце всходит, освещает вот там хребет, и там хребет освещает. Вот тут пока солнце еще не скоро появится. Сейчас, если там что-то и видно, то только как пар поднимается от растаявшего снега. Офигеть, как тут горело, как нагрело. Ну вы видели, сколько снега сюда насыпал. Здесь все уже растаяло практически. Ох, и сложно его потушить было. Вроде все уже. Смотрю через снег, опять там струйка дыма, там струйка дыма. Да, сейчас все нормально. Тут только пар поднимается. Снег растаял, и вода на камнях сохнет. Ляжу посплю. Устал, как собака. Вот это пока все потушил. Наверное, опять до середины дня дрыхнуть буду. И, наверное, на всякий случай поставлю будильник себе на час, на 2. Наверное, на час. Буду просыпаться, выглядывать, все ли нормально. Потому что пока неспокойно внутри мне. Я вроде вижу, что потухло. Дыма нету, но осторожность проснулась теперь на полную катушку, конечно. Да, вот это, кстати, бутылку ставил с той стороны за хижиной. Я ее здесь нашел, ну и подумал, зачем она там будет лежать. Огромный кусок льда. Ну и он же мне будет охлаждать тут все. Вот. Отнес туда, поставил. И главное, поставил как раз в то место, именно которое гореть начало. И вот это вот ее поплавило. Видите как? Вот. Это при том, что там кусок льда внутри был. Все равно бутылку градусов до 80 нагрело. И полиэтилен терефталат пошел плавиться. В общем, она попала в жерло огня. Я даже потом ее когда взял, в ней слегка вода плескалась. Ну, так-то куском льда, да, но вода плавиться начала потихоньку. Но, получается, долго горело. Это же я долго тут при огне спал.
Не мгновенно, возможно, полчаса где-то оно тлело, гореть начало. Все, ладно. Спать. Будильник и спать. Кстати, дыма не было в палатке, потому что получается вот это уровень дна, а еще вот так вниз сюда, и здесь вот так тент у меня свисал. Тент, утеплитель, то есть у меня подсос воздуха внутрь в основном снизу был. Но дым-то он горячий, прежде всего вверх поднимался. Я и вылез, как бы я увидел, что основное задымление в верхней части. Поэтому в палатке запах-то слышал, но слабый совсем. Свежий-то воздух поступает все равно потихоньку через щели. И он холодный внизу. Ну вот именно им я прежде всего и дышал. Поэтому не сразу и проснулся. Так-то, по идее, сильный запах дыма меня разбудил бы намного раньше. Можно заражать. Так. Лапши половина осталась. Поставлю, пускай греется. Схожу за водой, пока приду нагреется, можно будет поесть теплой. Написано до 100 градусов максимум. Ну вот она и не выдержала. Там больше 100 бывает. Наверное, это не полипропилен, а что-то другое.
О. Слой льда сантиметров 10, наверное.
Травка-то под снегом зеленая. У ожины листья зеленые. Да. Так что снег тут явно и морозы недавно. Совсем недавно. Хотя уже конец февраля. Всю зиму, видать, росли нормально. Так, почти пришел. Почти пришел. Еще чуть-чуть. Еще немного. Да, листики совсем зеленые. У ежевики. Судя по тому, что дыма явного нету, дрова прогорели, но ну-ка, да, поток воздуха еще очень горячий идет, и видно марево такое слегка. Видимо, все-таки угли еще горят. Долго ходил за водой, ну и заодно искупался. Принял ванну. О, вполне эффективно заряд идет. Пока за водой сходил, уже 45%. Пауэрбанк зарядился. Хорошо уже. Вроде бы и ветки там, и солнце зимнее слабое, но заряд идет. Вот я в домике. Мне вам воды напиться, а то сушняк такой давит. Ай, хорошо. Фух. Посмотрим, что там в печке творится.
Ну да, видно, как я и говорил. Угли тлеют. Нормально, сейчас дров накидаю, само разгорится. Спешить мне некуда. Что там, еда нагрелась? О, да, нормально, такая, градусов 50. Самое то. Хорошо так. Приходишь в домик, а тут еда готова. И горячая. Приятно. Не успел даже наложить, все так быстро закипело. Офигеть. Ну да, я покопался пока в этом. Слабенький пока. Надо же перемешать. Сухое молоко, какао и сахар. Так, выключаем. Можно полную. Чуть-чуть. Как раз практически. Как раз сейчас воздух выйдет. Ну все нормально будет. О. Воздух из порошков вышел. Как раз немножко уровень упал.
В беготне не заметил, как порвал куртку. Так, где тут у меня? Где тут у меня? Вот. Иголки с нитками. Сейчас. Ну, черных нет, но есть темно-зеленые. Да пойдут. Для черного пойдут. Посмотрю, хоть как мембрана у этой куртки выглядит. Думаю, первым делом надо завязать узелок на остальном шве, чтобы не распускался. Сложно, но можно. Так, узелок завязал. Лишние нитки. Опа. Все. Ну, а вот это надо зашить сейчас. Плохо видно. На черном, где дырки были. Кусочком парафина сейчас себе пометки сделаю. Нормально вроде получается, видно хорошо. Видно же, видно. Вот так вот. Так. Пробуем сделать ровный вполне стежок. Оба. Такс. Следующий. Да, он зеленый. Он зеленый, как крокодил Гена. Зато он не белый. Белый было бы более странно. А этот зеленый на черной куртке почти как родной. Так, чуть-чуть вот сюда. На старые отверстия. Вот так. На старую линию. Так. Нормально, процесс идет. Камера куда ты убегаешь? Представляете, что такое поставить камеру вот так? Здесь. У меня штатива нету. А кто тебя снимает? Как-то нехуй с этим спрашивают. Мы там про себя прикалываемся. Есть же люди, которые не понимают, что есть штатив, автоспуск, голосовые команды. Все им кажется, что там кто-то кого-то снимает. Вот сейчас вот кто меня снимает. Глухомания в этой, блин. Конечно, тут за кустом группа с камерами, с машинами. Вы видели, как я лес там за водой ходил. На Мерседесе, блин. Вот так вот. А комментариев таких у Танюхи на канале страшное дело. Ну, у меня особо пока нету. В основном к женщине недоверие такое, что сама может что-то. Ну что, ну, не идеально. Да, не идеально. Шоу выглядит. Но между тем вполне презентабельно. Дощу покажу. Ну что, вот что у меня получилось. Нормальный шов. Вполне. Здесь вот дальше. Ну, это шов родной вот здесь. Он тонкими нитками простроченный. Это, там что-то еще и торчит. Выглядит так, что мой шов крепче. Вот тут небольшая складочка получилась. Я думаю, она со временем разгладится, привыкнет. Там явного нахлеста нет. А так, все отлично. Зашил. Пока дошил, стемнело. Все уже там практически не солнце. Ну, слегка еще небо видно. Но уже все. Ночь случилась. Ничем серьезным уже не хотелось заниматься, все равно не успел бы. Ну и увидел, что куртка порвана. В печке немножко дров добавить. Думаю, дров не хватит на эту ночь. Тут еще много довольно осталось. Уже на первую, вторую я явно меньше там стапливал. Еще пару дровянячек. Помного
Не добавляю дров сейчас. Наверное, вот это хватит. Прогорит, потом еще добавлю. Решил над печкой там, где прогорело, ну, сразу за печкой, пленки кусок повесить, а то снег на крыше по чуть-чуть тает, потому что воздух выходит проще там, где пленка сгорела со спанбондом. Ну и сделаю, чтобы не капало сейчас хотя бы. Потом-то ладно, отдельная история. А сейчас надо как-то это прекратить. А то кап, на мозги капает. Сделаю, чтобы стекало туда под край домика. Вот у меня тут технической пленки есть, тонкой, метров 8. Ну, я думаю, в 2 слоя сделаю, нормально будет так. Вообще выгорел овал примерно метр на 70, примерно вот такое. Ну, именно пленка сгорела там, то есть от осадков плохо защищено. Так, ну это, конечно, полумера, но нужный эффект, я думаю, она даст. Так, один край привязал. Тут мне подержать пленку некому. Короче, надо активней. Опа. Будь активней. Опа. Будь активней. Опа. Неохота сильно конетелиться, что ровность там совсем никакого значения не имеет. Главное просто закрыть временно кусок выгоревшего. Чтобы печка не размокла. Она и так там подмокла из-за снега, но она-то в принципе высохла. Да, ну и сейчас капает, высохнет. Но я же уеду потом, а печка-то останется. Так, что тут у нас? О, вот этот кусок, который отрезан. Так, 2. Это веревочки, чтобы пленку растянуть нормально в том месте за углы. В принципе, есть к чему привязывать. Вот эти углы привязывать. Так. Самозатягивающаяся петля. Так, мне вот так вот пленку пару раз навернуть. И можно затягивать. Нормально держит, хорошо. Ну, видно, какой кусок выгорел. Вот отсюда, примерно вот до сюда. Даже чуть ниже. Так вот. В общем, примерно метр вот так и сантиметров 70. Так. Сейчас пленку вот так повешу. Прямоугольник. Ну, если что-то протекает, оно просто пойдет вон туда, в самый низ. Просто в землю впитается и все. Ничего там страшного. Видно, что творится. Периодически вода капает. Здесь вот бревно. Видно, мокрое все время. Оно не сильно, но 1-2 капельки, 3.
То есть явно тепло туда сильнее проходит, когда вот этого нету спанбонда и пленки. Неудобно здесь. Ну, вот это уже повесил. Уже видно когда. Вот еще вот это туда. Надо достать. Залез туда. Так. Куда он встал ногой? Пытаюсь рукой достать. Так вот. Так, ладно, попробую сейчас. В принципе, уже на что-то похоже. Попробую туда вообще залезть целиком. Не знаю, смогу я, пролезу. Ну, куртку снял. Не хочу мазать. А толстовка, если что, потом обтрушу. Так. Сразу говорю, у кого клаустрофобия, лучше такое не повторяйте. Там реально очень тесно. О! Ну, по крайней мере, я долез. Я целиком не помещаюсь здесь. По крайней мере, я так залез, что смогу натянуть. Ну, вот так. О, здесь натянула. О, отлично. Так, а здесь можно хоть сюда привязать, да? Или выше. Уже хорошо. Остается вверху вот так подтянуть, ровно сделать, и все. Да, пробуем. Так. Уже неплохо вполне. Так, чтобы сильно не провисало. Полочку вот так поставить. О. Мне кажется, этого и достаточно. Может, еще сюда и туда одну. Так, сейчас чего-нибудь подберем подходящее. Сучки нам там не нужны, а то пленку пробьют легко. Гладкое нужно. Вот. Рано темнеет. Спать вроде еще неохота. Можно делом позаниматься полезным. Общественно полезным. Так, еще чуть-чуть подогнать. Так. Края скосил малость. И вот уже похоже оно может зайти. Ой, отлично как. Отлично. Так, чуть-чуть подровнять. Более-менее ровно относительно той. Или это та неровно. Ну, относительно бревна, наверное. А, та трухлявая оказалась. Все, значит, ну вот там поставим. Вот так. О! Новомодный дизайн.
Новомодный дизайн. Отделка. Новая отделка. Как ничего и не было. Ну, в общем-то, все. Ну, вон видно, что получилось. Да, не до самого низа, но все равно неплохо. По крайней мере, снег сейчас будет таять. На печку не будет литься, бревно это будет сухое. Ну, а там все равно земля. Немножко воды нальет. Со временем, может быть, по-другому еще как-то можно будет сделать. Ну, пока так. Хотя, конечно, как говорится, ничего не бывает более постоянного, чем временное. Поэтому не будем загадывать. Все, устал. Хочу есть и спать. Сейчас вот поем этой. Вот этой, да. Что там? Картофельное пюре с грибным бульоном. А что в составе? Картофельные хлопья, лук, резанец, бульон грибной. Ну, действительно есть, да. Даже грибы сушеные, смотрю, есть. Лук репчатый, растительное масло. Нормально, короче. Можно есть. Так. Это я еще не ел. Не знаю, сколько времени. Уже, наверное, середина ночи, я так чувствую. Да, ровно полночь. Потому что за это время 3 раза печку подкидывал. Дрова новые. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, пускай побольше будет. С таким расчетом, чтобы на утро еще осталось. Так, или еще. Ладно, еще одну. Так. Так, цепляем горелку на место. Раз, два. Все, вот так вот все просто оказывается. Так. Вода. Тут до упора лью. Побольше заварить. Ну, 500-600 граммов воды где-то вмещается в котелок мой. На одного человека рассчитанный. Так. Масло пюре. Раз, два, вот так. Сразу на напиток все намешать, пока там суп закипает. Больше сухого молока. Так. Закипело. Опа. Выключу. Ага. Заливаем. Опс. Так. Сразу наливаем воды. На напиток. Так, котелка хватает мне обычно. Все. Это варить. Это мешать. Мешать.
порцию такую сделал традиционно с вечера, чтобы и на утро осталось. Не хочется 2 раза одни и те же процедуры проходить. Проще на печку поставить, подогреть. И вот оно то же самое, только быстрее. И топлива так, кстати, меньше уйдет. Потому что не нужно повторно греть посуду и так далее. Ну, пюре, ложка стоит, что называется. Так, пока прикрыть, чтобы сильно не остыло, пускай настоится положено. Уже бульбушки пошли. Ой. Так. Красота какая. А пахнет приятно. Я уже сижу ем. Вкусно. Классно. Так, сухарик еще надо достать, и будет вообще полный экстаз. Не буду вас утомлять сценами поедания, запивания. И себя тоже лишней болтовней. Я хочу быстро поесть и спать. Так что, ну, приятного аппетита и спокойной ночи. Вот пока и все. А продолжение следует. Неожиданно для себя самого, из-за аномальной погоды, я выживал в зеленой хижине почти полмесяца вместо планировавшихся всего 1-2 дней. И приключений оказалось предостаточно. В одну из ночей я даже пережил в зеленой хижине самый настоящий пожар. Да, я не шучу. Впрочем, все закончилось благополучно. Поэтому, если видео показалось вам интересным и хотелось бы увидеть продолжение, подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео.